Скажите, пожалуйста, вот вы давно в интернете? А рецептов плова с фотографиями, либо с видеоиллюстрациями много видели? А комментарии под ними читали? Ведь каждый второй умничает и пишет: у тебя не плов, а каша получилась. Те, кто чуть-чуть пограмотнее и пообразованнее, и более сведущие в среднеазиатской кухне, пишут: у тебя не плов, а шавля получилась. Вы знаете, шавля – это очень старое и очень надежное узбекское блюдо. Я вам сегодня покажу, как его готовить, и вы увидите, что его готовить ничуть не проще, чем плов, но научиться готовить именно шавлю стоит. Начинается все точно так, как в плове. Ставим казан, но нет казана, ставим, значит, кастрюлю на электроплиту, нагреваем ее как следует и наливаем в нее масло. Только вот если готовить, например, плов, то надо налить примерно 250-300 мл масла. Для шавли масла надо меньше. И связано это с тем, что шавля – это блюдо бедных людей. Масло всегда приходилось покупать. Значит, масло экономили. Мы возьмем примерно 120 мл, и этого будет вполне достаточно для приготовления шавли. Вот масло нагрелось до дымка. Так положено, так заведено в узбекской кухне. Опускаем в него мясо. В плов я всегда опускаю сначала лук, но в шавлю сначала мясо. Вы обратили внимание, что мяса не так уж и много? Для шавли это количество мяса считается большим. Потому что, в принципе, вот на 800 грамм, может быть, на килограмм риса достаточно было бы 300-400 граммов мяса, это было бы очень щедро. И не обязательно баранину, можно взять говядину, можно взять мясо вообще попроще, от такого самого простого, недорогого отруба. Старые люди в Ташкенте мне рассказывали, что во время войны узбеки вообще очень редко ели мясо. Может быть, раз в месяц, по большим праздникам. А вот как раз шавлю готовили с сушеным урюком, который выбирали чуточку покислее. И рассказывают, что это было очень вкусно. Вот даже без мяса это было вкусно и сытно. Ну хорошо, а вот по нынешним временам. Как же приготовить шавлю из небольшого количества мяса, и чтобы было очень вкусно? Есть один секрет. Чем меньше у вас мяса, тем меньше должны быть кусочки. Вот поверхность мяса, контактирующая с маслом, она и образует вкус мяса. Понимаете? Вот помельче порезали, пожарили чуть посильнее. Именно поэтому я до сих пор ни разу не помешал в казане, я даю прижариться мясу сначала с одной стороны, потом переверну и дам прижариться с другой стороны. Обратили внимание, что масло пенится в казане? Это масло необычное. Ведь обычно шавлю готовят на каком-то очень дешевом, на самом доступном масле. Вот последние, может быть, 100 лет, может быть, 80 лет в Узбекистане самое доступное масло – это хлопковое. Но когда-то, раньше, еще вот до бума производства хлопка, было самым распространенным другое масло – льняное, вернее, смесь льняного и кунжутного масла. Вот оно у меня здесь есть, вот это старинное масло, которое называется зыгыр йох. Зыгыр йох. Йох – это масло, зыгыр. Вот у продавцов специй бывает. Попробуйте, спросите. Просто ради того, чтобы ощутить вот этот вот уже почти что забытый вкус старой узбекской кухни. Знаете, я сейчас просто 2 ложки долью для запаха, для вкуса. На самом деле этот зыгыр йох тоже нужно очень сильно прокаливать. Его надо калить, может быть, час или 2. Будет идти белый густой дым, соседи прибегут. Дома лучше этого не делать. Это вот для дачи забава. Зыгыр йох калят при небольшом нагреве очень долго, но зато потом плов получается удивительным. Он такой, знаете, красного бордового цвета, и вкус у него необычный, вкус привлекательный. Вот это для тех, кому уже надоел курдюк, кому уже надоело хлопковое масло, оливковое масло. Вот там еще одна заковырка. Зыгыр йох. 2 ложечки. Ну вот мясо обжарилось очень хорошо, до такой румяной корочки, и оно уменьшилось в объеме. Ничего страшного, у нас лук есть. И не просто лук, а много лука. Вот как в обычных узбекских блюдах. Лук для шавли не надо жарить слишком сильно. Во-первых, его уже и не получится пожарить так, как мы жарим для плова. Вот до такого золотисто-красного цвета. Нет, наоборот. Здесь в шавле лук должен как бы тушиться, для того, чтобы потом он растаял и образовал вот эту вот консистенцию. Ведь у шавли
должна быть консистенция, которая очень напоминает ризотто. Поэтому, как только от лука пошел вкусный запах, пора опускать морковь. Моркови у узбеков всегда много было. Ну, лук, морковка, все же на огороде растет. То есть вот то, что покупать не надо было, всегда клали побольше, щедро. Ну, помешаем, вот морковка тоже должна немножечко прижариться, где-то прислониться к горячей стенке казана, в масло окунуться, может быть, чуточку подрумяниться. Зачем? Для того, чтобы она даже вот этому небольшому количеству масла отдала свой аромат и свой запах. Ну и в конце концов рис. А вот какой рис необходимо выбирать для шавли? Вообще говоря, шавлю готовили из того риса, который был. Но обычно все-таки в Узбекистане, в стране плова, рис был неплохой. Если он даже был недорогой, он как минимум был вкусный. И я вам могу подсказать, какой рис выбрать на полках супермаркетов. Это вот рис для плова, националь. Он абсолютно отвечает вкусу, который бытовал в простых узбекских семьях, ну, скажем так, 10 лет, 15 лет назад, да, может быть, еще и сейчас. Давайте посмотрим, какой это рис, чтобы вы понимали, какой рис необходимо выбирать вообще. Во-первых, вот он довольно плотный. И вот он хорошо скрипит в кулаке. Это хороший признак хорошего риса. Во-вторых, это рис среднезерный, не круглый. Это вот именно пловный такой рис. Он абсолютно чистый. Он идеально отшлифован. Он имеет не слишком много пудры на себе. И я считаю, что это хороший признак. Он очень равномерный. И у него хороший запах. У него нет запаха затлого. Вот он прямо аппетитно пахнет уже сейчас. И ввиду того, что этот рис абсолютно чистый, я не буду его промывать. Ведь если промоем, то смоем крахмал. А для шавли крахмал имеет решающее значение. И теперь перемешиваем. Нам надо поджарить и рис тоже. Перемешивайте почаще. Вот каждая рисинка сейчас должна пропитаться маслом. И каждая рисинка должна как следует прогреться. Она должна почти что даже пожариться. Вот если какое-то рисовое зерно зарумянится, ничего страшного, это хорошо. И я снова вспоминаю те слова о том, что готовили когда-то без мяса, но с кислой алычой, либо с кислой курагой какой-то, да? Наверное, с тех времен люди привыкли к тому, что шавля должна быть не сладкая, как плов, а кисло-сладкая. И в некоторых семьях в шавлю добавляли помидоры. У меня вот здесь есть помидоры. Это уже очищенные, обезшкуренные, помятые помидоры. Вот в это блюдо они подойдут отлично. Ну сколько здесь? Граммов 300, наверное. Граммов 300 добавляем. Всем зернышкам риса должно достаться поровну. А как же приправы? А как же специи? А как же знаменитая узбекская зира? Слушайте, какая зира? Зиру по праздникам добавляли, зиру богатые люди добавляли. А это повседневное блюдо. Это то, что рабочий класс себе готовил, то, что дыхкане себе готовили. У них что было на огороде, то и добавляли. Перец, между прочим, рос практически у всех. Поэтому красный перец добавить можно. Я, например, вообще кладу сладкую паприку. Ну, в ней есть какая-то там доля жгучести. Вот этого и достаточно. Ну что, может быть, и посолим заодно? Я думаю, что примерно ложка, даже полторы уйдет соли. Ну, может быть, без верха. Вот так вот. Ложка и еще вот столько. Будет нормально, потому что еды получится очень много. Не смотрите, что сейчас только полказана. Вы еще не знаете, как этот рис разбухает. И вот теперь вода. Много воды. Много горячей воды. Воды будет так много, что сначала людям малосведущим покажется, что я пытаюсь суп сварить. Нет, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Это будет именно что шавля. А рис-то, рис. Вы посмотрите, как он разбухает. Только что воду наливал, а вот он уже какой. Знаете, что сейчас здесь произошло? Был небольшой перерыв, вот рис варится. Все операторы собрались над казаном и стали обсуждать. Один говорит, пахнет, как в армии пахло на кухне. У нас повар узбек был, понимаете? Так что привет всем ребятам, которые когда-то служили в советской армии и были поварами. Вы оставили хороший след, вы оставили хорошие воспоминания о нашей родине,
об Узбекистане благодаря тому, что честно трудились на кухне. Как это? 18 лет парень приходит в армию и может кормить хочешь роту, хочешь, не знаю, часть целую, дивизию. Это столетия, это тысячелетия народного опыта, которые сложились, собрались здесь все в этой шавле, которую мы сейчас с вами и готовим. Убавляем немножко огонь, не нужно слишком сильного нагрева и надо довольно, может быть, часто помешивать. И знаете, ведь не должно же получиться так, что рис развалим в труху. Нет, внутри рис должен ощущаться, он должен сопротивляться зубам. Но вокруг все должно быть вот из этих продуктов, из моркови, из лука, из мяса, из томата, из всего, что мы сюда положили, и соединено вместе с рисом. Плавный переход вкуса одного продукта в другой. Легато, как говорят музыканты. Знаете что? А ведь на самом деле пахнет так вкусно, что я попробовать хочу. Мне не хватает немножко остроты и жгучести. Поэтому есть вот у меня стручок свежего перца. Я его сейчас красиво нарежу и использую в качестве украшения шавли. Кто захочет, тот возьмет, и тому будет остренько. А кто не захочет, тот будет есть просто шавлю. Вернее, не просто, а так, как я сейчас научу. Шавлю надо есть особым образом. Ну-ка. О, какая гуща, вы посмотрите. Отличная шавля получилась. Это ровно то, что надо. Но сейчас вот есть очень такой тонкий и важный момент. Я выключаю плиту. И нельзя держать шавлю в казане. Ее немедленно надо раздать всю. Надо ее разравнивать и раскладывать ровненько. Вот так вот. Знаете, у мусульман один человек не кушает. За столом должно сидеть хотя бы несколько человек. Вот минимум двое. Поэтому вот такой ляян, такое вот блюдо, это предлагается, как правило, на двоих. Посмотрите, просто так шавлю тоже нельзя кушать. Вот лук. Хороший такой, вкусный, сладкий. Мы раскладываем его вокруг. Берем вот ложку шавли и обязательно немного лука. Те, кто хотят острого, берут немного шавли и колечко перчика. Ну что, как получилось? Аппетитное блюдо? Вкусное? Знаете, что такое шавля и плов? Это как старшая сестра и младший братишка. Старшая сестра чуточку помягче, чуточку добрее. А плов, он такой, он бодрый парень. Но шавля, она домашняя. Ее дома есть надо. Приятного аппетита!